Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусные, мои любимые блинчики с тыквой. И начнем мы их приготовление не с тыквы, а именно с теста. Потому что ни говорите, а самые вкусные блинчики получаются из теста, которое уже немножечко постояло. Берем 1-2 яйца, чайную ложечку соли. Вместо сахара 1-2 столовых ложки меда. Если меда нет, то 1-2 столовых ложки сахара. Но мед с тыквой и с корицей сочетается просто замечательно. Поэтому я обычно использую в этом рецепте мед. Сюда же отправляем не целую чайную ложечку корицы. Если вы любите пряники и хотите, чтобы ваши блинчики имели более пряничный вкус, можете добавить еще мускатный орех и молотый имбирь. Но я ограничусь только корицей. Блинчики мои будут на сыворотке. Можете использовать кефир или молоко, или простоквашу, все, что у вас есть. За неимением кисломолочных или молочных продуктов можете использовать даже воду. Стакан сыворотки, стакан у меня 250 мл. И начинаем сюда просеивать муку. 1 стакан. 2 стакан. Можете использовать не только пшеничную муку, а, например, смесь пшеничной и рисовой, или смесь пшеничной и гречневой муки. Любые варианты. И хорошенечко размешиваем. Вот в таком вот состоянии, когда оно еще немного густоватое, мы его и оставляем. Ставить его не обязательно в холодильник, можно оставить просто на столе. Вот смотрите, оно получилось гладкое, без комочков. И теперь занимаемся тыквой. Отпилила я вот такой вот кусок от своей тыквы, где-то грамм 500. Тыкву я очень люблю использовать мускатную. Она очень вкусная, ее можно есть прям как яблоко. Длинный аромат она имеет и сладковатую мякоть. Тыкву нам нужно почистить и порезать на кусочки. Счищаем кожурку не толстую, потому что все витамины, как вы знаете, располагаются ближе к кожуре и в самой кожуре. Режем нашу яркую ароматную красавицу на произвольные кусочки. Складываем в миску, либо в кастрюльку небольшую. Наливаем пару столовых ложек водички. Закрываем крышкой и отправляем либо в микроволновку на 5 минут, либо на плите. Тоже 5-10 минут тушим. Итак, парилась моя тыковка 7 минут. Можно размять тыкву в пюре вилкой или толкушкой для картошки. Такое вот волокнистое пюре. Либо можно измельчить при помощи блендера на более однородное по консистенции пюре. Все зависит от того, что вы хотите получить в итоге. Чтобы в блинчиках встречались вот такие вот волокна желеобразные, или чтобы их не было видно вообще. Также можно использовать готовое тыквенное пюре. Разницы нет никакой. Так, и теперь даем нашему пюре остыть. Пока наше пюре остывает, я предлагаю вам в дополнение к нашим солнечным блинчикам приготовить не менее солнечное тыквенное варенье. Небольшой кусочек масла, пару столовых ложек сливочного, растопим. Отправим туда тыкву, но порезанную уже вот такими вот аккуратными кубиками. Грамм 200-300. Через 2-3 минуты готовки при постоянном помешивании добавляем туда опять же либо столовую ложку меда, либо столовую ложку сахара.
Как только запах из овощного превратится в кондитерский и выпарится лишняя влага, снимаем тыкву с огня. Вот смотрите, кусочки уже стали полностью прозрачными. Не передержите, чтобы они у нас не разварились. Выключаем. При желании сюда тоже можно добавить или корицу, или имбирь, или даже ванилин. Ну что ж, наше варенье готово. Смотрите, словно кусочки янтаря. И очень хороший медово-карамельный аромат. Оставляем наше варенье остывать. Пюре уже остыло. И можно заняться непосредственно блинчиками. Тесто наше настоялось, клейковина разошлась. Теперь наши блинчики будут особенно нежными и вкусными. Отправляем в него пюре. Размешиваем. И уже после этого будем добавлять жидкость, если нам это будет необходимо. Вот такое вот густоватое получилось тесто, поэтому я добавлю сюда еще немного сыворотки. Ну, сначала полстаканчика. Так, меня такая густота устраивает. А вы смотрите, если надо, то можете добавить еще немного. И вот только теперь мы в наше тесто добавляем либо пакетик разрыхлителя для теста, либо пол чайной ложечки соды. Если бы мы их добавили в муку сразу, то реакция уже давно бы у нас прекратилась. И блинчики наши не были бы с пузырьками. Поэтому добавляем непосредственно перед жаркой. Вот сейчас пойдет реакция, и вы увидите, как тесто станет наполненным пузырьками. Если вы делали тесто на молоке и вместо разрыхлителя будете добавлять соду, то сначала добавьте чайную ложечку уксуса. Размешайте тесто и только потом уже соду. Здесь же кислоту дает сыворотка. И если бы я положила соду, то кислоты больше никакой не надо было бы. Если используете разрыхлитель, то неважно, какая среда, кислая или нет. Сковородку сначала нужно раскалить. Жарим на масле или на сале, кто как привык. Разницы никакой нет. Выливаем порцию теста. Распределяем его по сковороде. Переворачиваем блинчик только после того, как он полностью пропечется. То есть не останется вот такого вот жидкого теста на поверхности. Вот когда вся или почти вся поверхность станет матовой, то есть пропеченной, только тогда переворачиваем блинчик. Аккуратно его отделяем со всех сторон и переворачиваем. Так, мое тесто все-таки немножко густовато. Мне не очень удобно распределять его по сковороде. Поэтому я добавлю и вторую половину стакана сыворотки и размешаю. После того, как блинчик сняли, сразу смазываем его сливочным маслом. Можно растопленным кисточкой, можно прям целым куском. Так, это тесто уже пожиже. Ну вот, другое дело. По сковороде оно распределяется отлично. И жарить блинчики будет удобно. Ой, ну до чего же вкусны эти блинчики. И аромат корицы, тонкий аромат, просто сводит с ума. Смотрите, какие они. Очень нежные, мягкие, как шелк. Блинчики можно подавать, свернув их треугольничками, либо скрутить вот в такие вот рулетики. Ай, как горячо. Ко всем вкусностям добавляется аромат сливочного масла. Просто невозможно устоять. Ну и, конечно же, наше янтарное
вареницы. Подавать их, конечно, совершенно не обязательно с тыквенным вареньем. Можно с любым другим, можно со сметаной и с чем угодно. Давайте покажу вам, как выглядит блинчик внутри. Вот смотрите, видны оранжевые вкрапления тыквы. Ну а у меня на сегодня все. Очень советую вам попробовать приготовить такие блинчики. Это очень-очень вкусно. И всего вам хорошего, позитива, отличного настроения и до новых встреч. Пока!